Всем привет! Сегодня просто хотел напомнить кому-то, а кому-то и сообщить приятную новость, что наконец-то вам не надо искать специалистов по перепаковке, прибегать к чьей-то посторонней помощи, отправлять свой автомобиль, либо свой корпус или там целиком с элементами ВВБ, высоковольтной батареи, в какую-то мастерскую в лучшем случае, а чаще совершенно другой город, и ждать, пока к вам вернется ваша перепакованная батарея. Данный способ перепаковки заключается в том, что вы абсолютно самостоятельно можете взять и поменять модули в своей старой батарее. Используются аналогичные оригинальным модули, изготовленные в том же форм-факторе, в тех же размерах, имеющие те же абсолютно контактные выходы. То есть эти модули точно так же ставятся на место оригинальных, штатных. Также устанавливается контактная коса оригинальная. Ваша задача заключается в том, чтобы не перепутать полярность. Иначе, ребята, сгорает LVC. Если хотя бы один или два модуля вы установите в неправильной полярности. Но я думаю, это не проблема. Так что справитесь. Во всяком случае, это быстрее, проще и легче, чем заниматься перепаковкой популярных в последнее время катлов, то есть модулей из элементов катл, и похожих на них, скажем так. В этом форм-факторе не только катл существует. Вопрос о том, чем этот способ от других отличается, чем он надежнее, чем он правильнее, так сказать, но мы осветим этот вопрос позже. Естественно, на гарантии. Гарантия на сборку, естественно, дается, не на элементы. Но в случае возникновения форс-мажора, внезапности, что-то с каким-то элементом может вдруг произойти, не проблема. В данном случае вы просто снимаете этот проблемный модуль, отправляете его и обратно получаете уже нормальный исправный модуль. То есть это не занимает много времени. Это, в общем-то, абсолютно несложно. Да, естественно, мы говорим о форм-факторе, имея в виду, что это такие же плоские пакеты, ячейки, неважно, 2P, 2S сборка. То есть все абсолютно аналогично. Но это все, конечно, хорошо, но, так сказать, бонусом, что ли, к этой приятной новости, кстати, вишенка на торте, так сказать, это, конечно же, CAN-мост. CAN-мост, который сделан и настроен именно под те ячейки, которые используются в данных модулях. То есть с учетом их характеристик, разрядной и кривой. То есть в итоге у вас не будет никакой чехарды на панели приборов. Будет адекватно отображаться прогноз пробега от начала поездки до самого конца поездки. То есть никаких там плясок с бубном, с сбросом клеммы там и прочих там хитрых кнопок, вычислений.
по лифспаю, остатка пробега и так далее. То есть все абсолютно как в оригинале. Сел и поехал. Взял. Вот так, ребят. Так что пока на этой короткой радостной новости пока останавливаемся. Следующая радостная новость будет это тест модулей 24-ки, потом 30-ки и так далее. Вот так. Пока.